Вот попробуйте мне сказать, что и этот рабочий ноутбук или для домашнего использования вам не подходит. Объясню. Когда я делаю обзоры на какие-то хромбуки, вы говорите, хромбук слишком ужатая ось, там ничего не установишь, ничего не работает, нужна платформа там с виндой. Хорошо, вот вам винда. x86 слишком энергоемкая, много жрет батареи, малая автономность. Окей, давайте без x86, давайте ARM. Asus VivoBook S14, вот так вот, это конкретно модель, вот она, S3407Q, вот. На Snapdragon X Elite, в принципе, да, и это вот совсем неплохо. А знаете почему? Потому что вот этот вот 14-дюймовый ноутбучик, посмотрите, такой вот металлический, давай его рассмотрим вблизи, такой металлический, при этом он у нас держит до 30 часов. До 30, мать его, часов. Вот этот вот ноутбук держит. Потому что здесь все энергоэффективно. Хороший энергоэффективный ARM процессор, который на секундочку имеет 8 именно не энергоэффективных, а производительных ядер. И на 8, 4 плюс 4 на 8 потоков. Да? Не 12, да, как есть у более старших версий. Теперь дальше у нас здесь USB-шечка 3.2 Gen 1. Вот здесь вот поехали, смотрите, Type-C, HDMI-чик и USB-шка. Type-C-шки тоже у нас 3.2. Теперь смотрите, что самое интересное. Заряжать можно в любой, и видите, как их разделили. Вот удобно. Одну вы на заряжание поставили, вторая вот здесь вот у вас. При этом это до 40 Gbps порты. Чего мне не хватило, сразу говорю, небольшой ноутбук, хотелось бы больший трекпад, вот этот вот тачпад, вернее не трекпад, а тачпад, вот как у макбуков, да, примерно, потому что есть же модели, да, мы с вами видели у Asus, у которых больше вот этот вот тачпад, и работать намного удобнее, если вы ездите. Но вот теперь давайте, сколько он весит? Чуть больше килограмма. Мы дальше увидим, сколько он точно весит. Я уже когда перейду его рассматривать, по-моему, 1350 грамм. А толщина порядка 1,5 сантиметров. То есть это тонкий, легкий, удобный ноутбук с классной автономностью, еще и который прошел тесты грейда Miles TD810H. То есть он не противоударный, он ударостойкий, вибростойкий, он, допустим, прошел тестирование там, на давление высотное, да, короче, много, на шейк, вот этот вот, на дрожание, как на русском, на дрожание, шейк. Да, на вибростойкий. И в конечном итоге это получилось классное сочетание каких-то характеристик. Но сейчас мы, вот я вангую, какие будут комментарии, вы скажете, подожди, ну это же ARM-платформа. Что мы там сможем делать? Мы же там играть не сможем. А никто и не позиционирует его как полноценно какой-то ноутбук, где вы сможете и поиграть. Нет, это ноутбук конкретно. Путешествия, игры, домашнее использование, социальные сети. При том, что я на нем даже помонтировал свой проект. Потому что, знаете ли, уже на текущий момент пакет программы Dolby поддерживает ARM-платформу. Правда, в бета-версии я монтировал. Adobe Photoshop спокойно, GIMP спокойно работает. Пакет офисных программ, правда, пока вот у меня получается запускать только официальные Microsoft Word и Excel. Нет, Office мой любимый, я не смог на нем запустить, он постоянно в перезагруз уходит. Но это же еще не все. Фишки искусственного интеллекта. Тут есть StoryCube, различные там фишки для камеры, очистка звука. Да и сам по себе звук очень даже неплох в этом ноутбуке. И это получается домашнее какое-то использование в виде развлечений, фильмы посмотреть, там ютубчик, послушать музычку, порисовать, поработать с соцсетями, попечатать документы. И это для учебы, кстати, очень хорошо подходит. Действительно, для работы, учебы. Либо офисный вариант, который можно брать с собой, либо просто работать в офисе. 14-дюймовый прекрасный OLED 2.5К экран в данной модельке. И камера тоже с фишками искусственного интеллекта. Знаете, какими? Например, активная блокировка. Когда подходит не тот человек, вы можете настроить так, что он такой раз там посмотрел, что это не вы подошли, и заблокировал экран. Классная тема. Повышенная безопасность, Windows Hello в принципе поддерживает. И в остальном все.
Он мне очень сильно понравился. Но с учетом того, именно с учетом тех всех минусов, про которые я буду, в принципе, говорить. Хотя минусы определенные есть у ARM-платформы, но, опять же, давайте думать, как она позиционируется, для чего она нужна. Это лучше, чем Chromebook. И это, знаете, компромисс между x86 платформой и Chrome, да, там, где там винды нет и достаточно слабый процесс, там автономность, да, у Chromebook автономность, а на x86 есть больше производительности, но меньше автономности. Вот какая ситуация. Вот такой вот блок питания на Type-C-шечке, это, как в принципе у любого ультрабука, это, кстати, стандартный асусовский 65-ваттный блок. 65, да? Ну вот у меня просто, так как я пользуюсь, вот мое рабочее место, быстренько такой, накати на него, там, какой там ноутбук стоит, давай такой, шух, давай, Asus, да? Давай такой через переход, покажи свое рабочее место, какой там ноутбук, давай, такой по ногам, чтобы не показывать, что у нас там, что там стоит. Я что-то не слышу, что там стоит. Там Asus стоит, да? Ай, какое чудо. Поэтому у нас этих блоков полно, эти блоки я знаю. Ребят, переходим, потестируем чуть и потом сделаем выводы. Конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. Друзья, и начинаем, конечно же, с сайта, официального сайта VivoBook S14, это сайт Asus, конкретно модель S3407Q, 16 гигабайт оперативной памяти, у нас видеокарта Qualcomm Adreno, но сейчас более детально посмотрим, Snapdragon X X1 26100 и, конечно же, 14-дюймовый 2.5К, шикарнейший экран с накопителем на 512 гигабайт. Хорошо, что мы тут, давайте хайлайты посмотрим. Что у нас любят? Copilot плюс PC это понятное дело. И тут вот именно, знаете, про экранчик они больше гнут про экран. Стильный, хорошо защищенный. Имеется в виду камера с искусственным интеллектом для защиты. Портативный. Килограмм 350 грамм. Ребята, килограмм 350 грамм. И при этом еще и 1,59 сантиметров. Слушайте, прикольно. А вот про экранчик 16:10 OLED, Full HD или IPS 2.5К. Но у меня 2.5К, еще и аудиосистема с насыщенным звучанием. Посмотрим, слушайте, прям интересно. Что тут у нас интересного? 45 тераопс NPU, 30 Вт TDP у нас общая мощность и PCI-Express 4.0. Кстати, вот прикольно, что у него, знаете, при столь низком ТДП достаточно хорошо будет держать батарея. Это вот очень прям хорошо. Так, аккумулятор. До 30 часов автономной работы. Это как? С быстрой зарядкой 60% за 49 минут. Слушайте, реально до 30 часов работы? 70 ватт-часов, 70 ватт-часов. Посмотрим. Так, легкость, ключ к успеху. Больше у нас, видите, слушайте, давит конкретно на искусственный интеллект везде. А вот аутентификация с искусственным интеллектом, механическая шторка, камеры, дисплей, который защищает, это функция адаптивного блокирования экрана. Это знаете, что ты подходишь там к нему, не ты. Короче, подошел не ты, он раз и заблокировался. Это прикольно. Слушайте, хорошо. А теперь... у нас связь со смартфоном, это хорошо, и OLED Full HD. Вот, кстати, насчет экрана. Смотрите, 2.5К IPS, OLED подсветочка, да, фильтрация синего света, Asus TÜV сертификация 2560 на 1600 с покрытием вообще поверхности 86%, 100% sRGB, подходит для цветокоррекции, в принципе. Snapdragon Sound с Dolby Atmos и Asus Audio Booster стоит. Слушайте, прикольно. Интерфейсы мы с вами уже видели, что у нас там стоит. Кстати, у нас 40 Gbps speed на Type-C-шках. Ладно, VivoBook, в принципе, всегда были... Да ладно, подождите. Miles TD810H, он прошел тесты, то есть у него грейд, но у него нет сертификации. Высокие температуры, низкие температуры, ударостойкость, вибростойкость и высотные тесты. То есть, по сути, он соответствует грейду, не имея сертификации. И это, знаете, хорошая такая себе рабочая лошадка. Ссылку закинул в описании под видео. Мы это смотрели, в принципе, на ноутбуке. И вы понимаете, что для браузинга он подходит. Меня больше интересует сейчас его процессор. Закачали специально, давайте, процессор и видеокарта.
Есть. Так, GPU-Z, CPU-Z. Qualcomm Snapdragon X Elite. 4-нанометровый, это Ориончик, 126-100. У нас 4 на 4 ядра, 8 потоков. И именно ядра как надо. Это знаете какие ядра? Это перформанс ядра. Основная плата, давайте, память 16 гигабайт. Ну что, у нас только бенчмарк можем сделать. Давайте забенчим его и посмотрим, с чем его можно сравнить из того, что есть в базе. Так, 592 на 4600, ну давайте, что у нас тут есть? NX, ну это вообще что-то слабенькое. Бродкомы, я думаю, что он не сможет с бродкомами ни с какими соревноваться. Старенький Snap 7C, ну давайте что-то более современное, с чем там можно. Так, ну понятное дело, Snapdragon X Elite, который X1E 80-100 на 12 потоков будет лучше. Нам надо просоревноваться с 8 потоками. Но если брать 8 Gen 3 на 8 потоков, так же как здесь, то по одноядерному тесту практически одинаково, по многоядерному, конечно же, он выигрывает. Короче, слушайте, ну неплохо. С 12-поточными. Вот сравнивать нечем, нет базы. ARM очень тяжело тестировать, потому что тупо нет базы. Давайте по GPU-Z откроем, посмотрим, что у нас там получается. А получается, что у нас здесь Adreno 726, X145 и у нас 128 бит ширина шины. В принципе, ни о чем нам не говорит, потому что тоже сравнивать-то особо не с чем. И если брать, допустим, какие-то тесты производительности по типу 3D Mark, то нам бессмысленно их будет проходить. А PC Mark он не проходит, потому что требует отдельный тест под ARM. Ну, вот такие вот дела. То есть производительность, она здесь субъективна в плане тестов. Никто еще с ARM нормальную базу не набрал, поэтому будем тестировать визуально. Что интересного могу сказать из того, что ключевого можно открыть? Ну, пока открывается, у нас с вами есть вот эта штука Album AI, я вам рассказываю, смотрите, фишка в чем? Это Story Cube. С помощью искусственного интеллекта он распознает лица. Я здесь загружал своих тестовых каких-то фотографий вообще тупо рисованных. Он сейчас их обрабатывает. Он обрабатывает, выискивает людей. Вы можете осуществлять поиск по людям. Ну, вот, например, там вот есть там, он нашел разные фотографии именно конкретно с этими людьми. Да, там вот еще один человек. То есть маленький ребенок, да, он находит конкретно этих вот людей. Давайте посмотрим еще кого-то. Вот находит тоже отдельных людей. А ну давайте вот дочку мою нашел, ну давайте посмотрим, да. Вот видите, дочка, при этом это разные фотографии, он разные черты лица в разных моментах он понаходил конкретно ребенка. То есть работает эта штука, очень обалденно работает в том плане, что вот надо распознать, например, людей в разных ситуациях. Вот я там со своей женой, да, допустим, там, он в разных ситуациях находит на разных фотографиях конкретно отдельных людей. Работает отлично, при том, что после того, как он обработает, вы можете даже осуществлять какой-то поиск, здесь есть хайлайты, допустим, те же самые там воспоминания, но сейчас он еще не выдает воспоминания, потому что он его обрабатывает. Одна из классных фишек, это то же самое примерно, что делает тот же самый Google Photos, но немножечко лучше в том плане по распознаванию лиц, сколько я не работал, и действительно Story Cube работает отлично, если использовать для собственного использования. Видите, он меня нашел, там я разные картинок нагенерировал, и он действительно находит черты лица даже в ИИшных картинках, то есть отлично отрабатывает. Все, это откладываем, хорошо работает. Видите, требует апгрейд PC Mark, честно говоря, эти апгрейды на ARM, они совсем по-другому работают. То есть необходимо платить большие деньги, чтобы протестировать ARM, при том, что у меня PC Mark лицензия 10-го куплена. Какого черта? Ну ладно. А вот то, что прикольно, то, что реально Dolby, пакет программы Dolby уже поддерживает Qualcomm продукты. Правда, вот сейчас вот мы видим, что это только в бете, Adobe Premiere Pro Beta. И вот уже можно, в принципе, поработать. При том, что сейчас обрабатывается голос. Я вам объясню. Дело в том, что они здесь сделали кое-какие фишки. В бете они включили AI-маскинг для работы с Qualcomm, вот этим вот ускорением через
NPU, который служит для искусственного интеллекта. Это вообще классно. Вот эта вот маска, которая у меня здесь специально используется, видите, хромакей, да, и вот этот вот AI маскинг, он просто-напросто работает. В предпросмотре Full HD проект я смог спокойно отмонтировать, и у меня вообще вопросов не возникло. То есть у нас получается на текущий момент, в принципе, можно как-то уже говорить о том, что, не знаю, сейчас не включает, режим направленного записи, зачем я это включил? То есть у нас получается с вами, мы можем спокойно уже какие-то проекты в Adobe Premiere монтировать, при том, что я же говорю, Full HD я спокойно отмонтировал. Это трехпоточный, у нас есть здесь и хромакей, и аудиодорожка, вот давайте я вам покажу. И плюс еще с переходами. И посмотрите, сколько у меня здесь потоков. То есть 1, 2, 3, 4. 4 четырехпоточная с эффектами ультракея, с эффектами, допустим, того же самого цветокоррекции через люметрии. И, в принципе, опять же, говорю, Full HD проект отлично отработал. Приятно, что, допустим, взяв Asus VivoBook с хорошей автономностью, я могу где-то с собой его взять, где-то с этим поработать. И вот здесь вот уже даже пакеты программы Adobe поддерживают, ура, наконец-то, эти новые процы, да, Snapdragon Elite, и плюс еще и с их и фишками, так назвал фишками. И фишками можно уже побаловаться. Что еще можно делать на таком компе? Конечно же, можно там, допустим, постримить. Давайте какое-нибудь видео посмотрим. Видосики, ну, понятное дело, что такое мы сможем поработать. Давайте 4К Geoplaces. Сейчас попробуем, как у нас пойдет. Потому что экранчик действительно зачетный, и на нем вот посмотреть видосики в каком-то хорошем... Давайте статистику. Он статистику для сисадминов. Обычно на компах это прям проблема. А ну 4К сможет декодировать? Сейчас посмотрим. Да, спокойно. ARM процы, они всегда могут такое делать. Уже какого-то там уровня студии есть, конечно же, помощнее Snapdragon X Elite, и тогда это будет уже, знаете, уровень Mac студии уже будет, я думаю, скоро не за горами. Но это неплохой вариант. Мне прям нравится. Хорошо, то есть постримить, посмотреть какие-то кино, посмотреть ютубчик, полистать сайты вы спокойно можете. Можем ли мы поиграть? Давайте попробуем, но перед этим хочу посмотреть, какой здесь SSD-шник. И еще хочу кое-какие фишки искусственного интеллекта посмотреть. Меня интересует камера, да? Давайте камерами управление. Asus Full HD. Во, фишки искусственного интеллекта. Давайте, зрительный контакт. О, прикол. Слушайте, ты там смотришь куда-то. Это классно проходить собеседование. Да, вот он прям реалистично зрительный контакт держит. Прикол, ладно. А я сейчас вниз смотрю, да? А ну. Прикол. Ладно. Фоновые эффекты, размытие, при этом стандартное портретное. Это с помощью NPU конкретно делается. Прям топ вообще, хорошо. Теперь креативные фильтры. Ух ты, появились креативные фильтры. Слушайте, оно анимировано. Оно акварель. Ну, я такой красивый. Ой, прикол, слушайте, прям прикол. Автоматическое кадрирование, он должен меня сейчас в кадр засовывать. А ну давай. А ну ты такой сел. Где кадрирование? Опа! Опа, здравствуйте. Я такой раз переместился, короче, вот так вот, да. И оно такой киноэффект кадрирования получается чуть-чуть. Мне нравится, ладно. Оно освещение лица. Что нам дает освещение лица? Ничего, у меня и так сильно большое освещение лица, и ничего он нам не дает. Ну и в общем-то, конечно же, какие-нибудь Adobe Photoshop, Gimp, да, у меня там есть Gimp, я использую зачастую, они тут работают действительно неплохо. Хочу посмотреть, какие диски стоят, и еще чего-нибудь запилить. Ну, сейчас закрыть. Ну, у меня сомнений даже нет в том, что Gimp будет работать без каких-либо вопросов. А вот это вот мне интересно. Crystal Disk Info и Crystal Disk Mark. Меня больше, конечно, подкупило монтаж. Монтаж прям подкупил. Сейчас еще попробуем офис чуть-чуть. Ну что, стартанем, проверим.
Давайте, нам хватит и 512. Стартуем. И здесь пообновляем, посмотрим, будет ли там что-то с температурой у нас играться. 46, 48, 50. Тонкий сильно корпус. Достаточно тяжело сделать адекватное охлаждение. 60. 62. Ну, на таких дисках у нас это все-таки PCI Express X4, X4, NVM Express 2.0. А смотрите, как он, да? Пошел 60 и упал 45. И 53. Сейчас пойдет и все. Это на старте у нас была такая аттракцион невиданной щедрости? Да нет, все они нормально проработали. А были сомнения. Были сомнения. Удивлен. Удивлен. И смотрите, и чем дальше уже пошло на рандомные, да, тесты, на тесты рандомного чтения, он пошел падать температура до 50 вообще, там проскакивает даже 49. Вот имеем, что имеем. Молодцы. На старте сделали, было конкретно подъем 60-61 и потом сразу же упало. За это можно только похвалить. Чего мне не хватает? Мне не хватает большого количества ПО, такого полного, с полной совместимостью, да, как с x86 платформой. Но развивается ARM платформа, просто развивается. Мы уже приходим на какие-то вот подобия макбуков, да, на ARM процессах с фишками искусственного интеллекта. Неплохо, ладно, дождемся конца теста. Ну и пожалуйста, очень даже неплохие результаты. 6291 прямое чтение, 3800 запись. Неплохо, при том, что фактически не греется. Фактически не греется, у меня было сразу такое подозрение, раз там выше 60 и сразу же упало. Думаю, нормальный вариант. Молодцы, с этим поработали. Так, пока устанавливается у нас NetOffice, хочу вернуться в альбом AI, посмотреть, какие лица он еще раз познал. Да, тут добавилось пару лиц. Хорошо. Работает он над этим, ну, тоже 4 фотки нашел. Прикольно, вот это поиск по людям, вообще классная тема, да? А это что за ребенок? О, тут тоже фотографии с ребенком с этим нашли. И тут мои уродливые фотографии, там где ничего не получилось, просто тупо генерил какую-то чушь полную. А ну здесь пора уже их поудалять, ну просто держу именно для вот таких вот моментов. Кстати, Буроши. Он сейчас обработает, там тоже девчонок каких-то найдет. А знаете, что здесь прикольно? Смотрите, мы можем зайти, например, в фотографию. Мы же фотографию можем добавить в избранное. Мы можем искать с помощью смарт-скана. Здесь столько разных приколов. Вообще просто можно искать. А ну, подождите. Так, очки. Да ладно, слушайте, он находит меня везде, где я в очках. Вы видели этот прикол? Вы видели там, где я в очках? А сможет роутер? Ну, роутер посложнее будет. Вот вам фишки искусственного интеллекта, да? Не смог он найти роутер. Ладно, а на английском? Роутер. Давайте. На английском нашел роутер 1. А что здесь у нас? Здесь у нас HDMI кабели. Вот он, любимый мой роутер, который он нашел. Просто молодец. Это прямо... Ладно, это не идеально, это не идеально. Давайте откроем NetOffice, тут немножечко побалуемся с вами. И вот видите, опять же, я пытаюсь запустить NetOffice, к сожалению, NetOffice у меня на ARM не стартует. Вот вам и весь прикол. То есть мне нужно будет использовать оригинальный Microsoft Office. А ну, стартанет, нет? Или опять в перезагруз? Нет. Не может он стартануть, к сожалению. Теперь он еще и постоянно в перезагрузе. Да, не работает он так. Жаль, жаль. Оригинальная версия Microsoft, конечно, заработает. А вот что я хочу попробовать, это хочу попробовать CS поиграть. И прям очень интересно. У нас получается ситуация, что на ARM, раньше я пробовал, кстати, в CS играть, у меня никогда не выходило, на старых еще процессах, на первых Snapdragon Elite. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получится. Да ладно. А ну давай. Эх, и все это превращается в слайд-шоу. Жаль. А не, слушайте, что-то пытается. Так, смотрите. На низких настройках. Эх, и меня убили. А ну сейчас, подождите. Ну что-то бежит.
Знаете, даже FPS выводить не хочу, потому что сейчас на одном определенном моменте оно просто фризанет и умрет. У меня такая есть мысль, а ну, да ладно, я что? Не, все, вот есть, фризует. Ну нет, ну не бывает чудес, поэтому нет смысла, конечно же, грузить PUBG, да, там PUBG и пробовать что-то делать. Базово на очень низких, видите, вот когда начинают стрелять, экран меняет это, и это еще и Full HD. Если учитывать, что, вот, видите, все, фризануло. Ну, давайте так, я же должен быть честным, я мог бы вам сейчас рассказать, да вы что, берите мега топ ноутбук. Это классная замена конкретно, как я уже говорил, хромбуков. То есть, когда стало недоставать хромбуков и, допустим, излишне тяжелые для работы стали Windows ноутбуки, именно x86 платформа, должна была родиться вот такая вот платформа, которая помогала бы, допустим, просто работать. Вот просто работать. Да, здесь вы можете в офис, здесь можете видео помонтировать Full HD, Adobe Premiere пакеты, вы можете здесь поработать с графикой. Давай уже выходи, я понял уже, что нельзя здесь ничего сделать. К сожалению. Ну слушайте, что-то вот старенькое, Half-Life 2. Half-Life 2 100% пойдет. Ну-ка, давайте выбираем, загрузим то, что есть. Давай, пошли. Эх, даже Half-Life я вижу чуть-чуть фризует. Жалко. Но все равно поиграть во что-то. Конечно, фризит, зараза. Жаль. Не для игр. Не для игр, будем реалистами. ARM платформа на винде пока что не для игр. Но зачатки уже какие-то уже есть. Что тут? Куда тут бежать вообще? Кто помнит? Куда ты? Что ты делаешь? А? Ладно, ребят, я готов прорезюмировать данный девайсик. Очень прикольный ноутбук получился, кстати. Слушайте, ну в качестве выводов скажу, действительно неплохой ноутбук получился, но с учетом того, что это ARM платформа. Ожидать полной совместимости со всеми программами x86 не стоит, зато стоит ожидать классной автономности, классного яркого экрана. Можно ожидать здесь действительно хорошего звука и приятного времяпровождения при просмотре фильмов, например. Ребят, для работы, для путешествий отличная вещь. Рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.